Оля, на связи школа Аргентины испанского языка, это Аргентина, с вами Леонид и Анна. Сегодня у нас новостная рубрика, обсуждаем новости школы за ближайшие 3 месяца, что было, что будет, что вы были в курсе и приходили к нам в гости. Ну что, начнем с простого. Что у нас из курсов в ближайшее время планируется? Из новенького? Конечно. Из новенького у нас много учеников, которые уже доросли до уровня B2, давно нас ждут. Но программу написать это не 5 минут, ее надо еще тест сделать, посмотреть, исправить и так далее. Но мы уже заканчиваем и скоро объявим о запуске курса. И когда выйдем с новогодних каникул, в январе добро пожаловать на B2. Так, ну я закончил B1, вот, и мне интересно, что такое B2, что вообще там входит в курс, о чем речь? Вы будете смотреть субхунтиво, но уже в прошедших временах, и все те же самые правила, которые ты узнал, мы смешаем все от А1, А2, да. B1, так. Да, но уже с новым вокабуляром, в новых ситуациях, и твоя речь станет глубже, будем больше смотреть тех ситуаций, которые не произошли, а могли бы произойти в будущем, не в будущем, в прошедшем времени. То есть, подожди, значит, мы вспоминаем вообще все, что было на всех курсах. Обязательно, условно. это всегда. Ну да, то есть, и вот это все, на все это накидываем субкультивом. Субкультивом, То есть, это основной акцент B2. Да, B2 это основной акцент, чтобы мы могли говорить не плоско, а могли говорить уже, рассказывать, а если бы, да кабы, вот эти все конструкции. Ну, то есть, по факту, весь полкурса посвящено вот этой истории. Да. И люди реально так говорят на улице. Давай с простого. Конечно. Люди так говорят, они говорят так не каждый день, но если ты хочешь рассказать какую-то историю или поделиться, как прошел твой день, у тебя обязательно будет всегда форма такого как бы сравнения, а что бы было бы, если бы, ну и так далее. И он такой же, этот курс, по размеру, по длительности? Такой же, однозначно такой же. Вам хватит там всего и вспомнить, и изучить и так далее. Все равно же язык, он это как печем пирог, да, наслаиваем слои, и чем больше слоев, тем вкуснее этот пирог. Хорошо, такой вопрос. Какую паузу между B1 нужно выдержать, чтобы пойти на B2? Ну, если просто закончил B1, я не хочу идти на следующий день. У меня и так у меня в мозгу и так сейчас взрыв башка. Сколько, по-твоему, нужно выждать и какие условия? Не более 2 недель. И, пожалуйста, в это время ходи на разговорный клуб, чтобы не потерять то, что ты наработал. И лучше все равно в этот промежуток, тем более ты знаешь, что теперь смотреть ток-шоу, что-то на простом. Иногда преподаватели, я слышу, рекомендуют какие-то классические аргентинские фильмы, их очень сложно смотреть, потому что там аргентинский смешанный вот с этим итальянским диалектом, есть, язык все равно почистился, часть итальянских слов ушло, часть осталась, тот самый лунфардо, и там иногда настолько сильный акцент, что я когда смотрю, мне приходится 2 раза, 3 раза возвращаться, прислушиваться и так далее. Я понимаю, что для учеников это будет сильно тяжело. Если ты 3 раза возвращаешься, то ученик будет 53 раза возвращаться. 53 раза возвращаться. Или, скорее всего, вернется 1 раз и забьет А современные ток-шоу, почему они прекрасны? Это живой язык, который используют сейчас, это всякие разговорные фразочки. И вот для твоего уровня уже достаточно. Не будет понятно все 100%. Не надо. Надо вылавливать те фразы, которые понятны. И самое главное, ты знаешь понять, о чем смысл. Когда ты уже понимаешь каждое слово, это уже не твой уровень. И, то есть аргентинец сел смотреть шоу, для них писали шоу, оно не учебное, поэтому если ты понимаешь вообще все, здравствуйте, дайте мне руку, вы C1, аргентинец, куда вы паспорт ему. Да, поэтому транки и всегда конпасенция, всегда, пожалуйста, с терпением, да, и
и все будет. Поэтому Хорошо, смотрите. вопрос. Если человек закончил B1, ну, допустим, год назад, ну, не знаю, в нашей школе, не в нашей, или у него уровень B1, вот что ему нужно, как ему подготовиться к B2 сейчас, чтобы пойти учиться на B2? Надо будет точно взять несколько индивидуальных уроков, чтобы сделать ревизию, и преподаватель сам посмотрит, где у него, ну, вообще, либо заново пройти B1. Мы не ослышались. Ну, сделать акцент на субкультиву, я правильно понимаю? Сделать акцент вообще B1, сделать акцент на всей программе, пройти, попробовать сказать, например, там, да, Хуан вчера пришел на работу, llegó tarde al trabajo, он пришел поздно на работу, porque no tenía saldo, потому что у него было, porque había olvidado, потому что он забыл пополнить там свое... Cargar la tarjeta de subte. Sí. То есть вот это мешать все времена пользоваться этим, и некоторым действительно надо один и тот же курс пройти 2-3 раза. В этом вообще ничего нет страшного. У всех разная скорость, надо ее уважать и так далее. Но и помним, что вся информация, которую мы получаем, она у нас не вся у нас ложится с первого раза. Нормально. Вообще чудо, когда после прохождения курса человек вообще все помнит и всем может пользоваться. Не, это почти нереально на самом деле. Не бывает, да. Поэтому спокойно, то есть информацию часть он сможет отнести, часть она у него останется в слепой зоне, и там при прохождении, например, второй раз курса, да, он такой, ого, это мы делали, мы это видели, да, у тебя мозг был включен вот на этой задаче, а на второй задаче он пока выключился, по объему не вывезли, по энергии не вывезли, ничего страшного. Окей, кто будет преподаватель? Или преподаватели? Преподаватели на курсе, мы посмотрим от количества желающих, пока мы... Но предварительно, просто я знаю, что очень многие принципиально записываются к определенным преподавателям. То есть, если они узнают, что преподаватель такой-то, они такие, не, я к нему не пойду, я его там или не знаю, или что-то. А кто-то говорит, о, я учился с этим преподавателем, прикольно, я пойду. Уже у нас известно... на этот курс, да, стоит Тая и Федерико, и мы дальше посмотрим. Предварительно пока. Предварительно, да. Тая и Федерико. Тая, кстати, не очень много вела курсов. Я знаю, что она один вела в свое время. Она просто онлайн многих курсов ведет, поэтому ее не очень много учеников, которые смотрят нас, не очень многие знают. Тая сейчас старший преподаватель. Да, Тая сейчас старший преподаватель совершенно. Сейчас ее чаще можно увидеть в школе. Да. Физически. Окей, с этой темы закрыли. Кстати, если вы все-таки решите учиться на B2, вот здесь у нас промокод всплыл с токаном, и это будет чуть-чуть дешевле. Да. А также это будет чуть-чуть дешевле в теме нашего следующего разговора. Это онлайн-курс, на который тоже применяется промокод. Этот курс мы обсуждали еще полгода назад в прошлом видео. Как у него дела? Мы его записали. Мы его отдали на монтаж готов, все всплывающие окна, все готово, теперь надо его отсмотреть, мы его отдали на отсмотр, я сама не стала делать это. А кто его отсматривает, кто знает испанский? Да, и наш преподаватель, кто знает русский и испанский, аргентинка, обязательно преподаватель, то есть она его отсмотрит на наличие, нету ли каких-то накладок, все ли понятно. Есть и уже финальную версию, мы с ней отсмотрим уже вместе, сядем, и к концу января, дай бог, вы его увидите уже в продаже. Единственное, что мы все-таки поменяем платформу, будем продавать его через закрытый телеграм-канал, потому что всякие платформы типа Get, наверное, это все уже умирает. Ну, я не знаю, я не пользуюсь такими обычными вещами, но все возможно. Но так будет в любом случае дешевле, потому что не надо платить комиссию платформе. Это будет дешевле и нам, и вам. На платформу мы его залили, на самом деле курс уже сейчас на платформе. Был вариант, что отдать его в сыром виде, он на самом деле был бы действующий, потому что там все есть окна, есть дизайн, все понятно, но хочется отдать вам качественный продукт. На самом деле, даже если мы его перегрузим в телеграм-канал, ничего в этом не будет страшного, там могут быть доп. Задания какие-то и так далее. Хотим сделать такой формат, чтобы было им просто удобно пользоваться, ну и людей, которые начинают входить в этот мир испанского языка, стало больше. Но этот курс у нас А1. А1, чтобы все для понимали. малышей, курс для малышей. Сколько он примерно будет стоить, известно?
Нет, стоимость будет зависеть от того, какие технические решения мы примем. Если это будет Telegram, то, конечно, Но это будет дешевле, чем оффлайн в да, любом случае. Да, это будет, конечно, однозначно, это будет дешевле, чем оффлайн. И следите за выходами, потому что первые продажи, они всегда дешевле, чем последующие. Угу, отлично. Ну что, ждем новостей. Ждем, когда он появится. Это вы увидите на Телеграме, вы увидите и на Инстаграм. Да, и там будет постоянно обновление. Угу. Окей, что у нас еще по плану? Значит, сейчас середина декабря, чтобы 2024 года. И где-то через недельку уже буквально. Это видео выйдет, кстати, очень быстро, прям вот дня 2 после этой записи, вы уже его смотрите. И у нас скоро намечается праздник. Да. 19 декабря у нас будет Парища на крыше. Там прекрасный вид на город. У нас есть само место Парища. И один из наших преподавателей аргентинцев, вы, наверное, знаете, что если мальчик-аргентинец не умеет готовить осада, в общем, что-то с ним не так. Да. Это для них такая некая гордость, поэтому аргентинец, наш преподаватель, будет готовить Парищу. И мы сделали прекрасно вот эти Рождество по-аргентински, наши флайеры. Будем пить вино, будут игры на испанском языке. Я так понимаю, Мальбек. Мальбек обязательно. И будем пробовать традиционную Парищу, где преподаватель расскажет, почему вот это здесь находится, как это все называется. Мы попробуем еще, так как мы заходим в католическое Рождество, которое с 24 на 25, мы будем пробовать кулич. Кулич, мы едим на Пасху, а они едят на Рождество кулич. Он отличается по структуре чем-то? Ничем не отличается, он даже выглядит одинаково, просто мы возьмем один из куличей, сделаем пробу и как раз спросим у студентов, чувствуют ли они эту разницу и так далее. Я пробовала разные куличи за время, пока в Аргентине. Хороший подарок принести кулич. Здесь мало кто их печет сам, в основном все покупают, но так как очень много панадерий, где можно купить, и вот в этой есть очень известная панадерия, где вот все ходят туда за ключами, есть попроще и так далее. У меня только, знаешь, какой вопрос? Если у нас мероприятие 19-го, а 24-го это день кулича, его реально уже продают с 19-го? Уже давно продают. У него просто срок годности какой-то есть? Просто ради интереса. В зависимости, где ты его купишь, но они постоянно его пекут, и уже сейчас, если вы зайдете во многих панадериях, такая стоит корзиночка, и там лежат кусочки, это вот как раз пан-дульсе, сладкий хлеб по-другому, где можно попробовать для того, чтобы вы купили и выбрали именно этот кулич. Если вот сейчас я его куплю, аргентинцы, они его сейчас едят уже, то есть они, если купили сегодня, они его сегодня едят, или они его покупают на Рождество? Не знаю. Я сейчас ем. Я вчера покупала, съела. Да, Спросим у аргентинцев, честно, не знаю. Но вот кому бы не ходила в гости, нет, пока не едят, но я покупаю, я ем. Но у них, не знаю, мне кажется, странно хранить его. Давайте спросим у аргентинцев. Просто почему его продают настолько заранее, почему покупают настолько заранее, да, если я бы, как хлеб, для меня это вещь, которую вот сегодня купил, завтра съел. Это край, один день срок хранения, потом он у меня уже черствый, мне так не нравится. Поэтому вопрос вот был к этому. Я спрошу. Окей, это ты расскажешь уже на Париже на крыше. На крыше расскажу. Так, entonces, у нас есть преподаватель, асаду, мальбек, кулич, игры. Да, игры. Что еще? А сколько будет? Там будет один преподаватель? Или там нет, к нам придет, у нас будет 2 преподавателя, у нас будет Ксения, которая будет смотреть, чтобы всем было хорошо и так далее. Посмотрим, что-то будет из закусок, либо нарезка, либо эмпанады. То есть здесь уже, конечно... Окей, сколько времени планируется мероприятие? Часа 1,5-2. В зависимости, как вы... Там только мясо жарится полчаса, нет? Нет, мы же заранее его начнем жарить. Мы его до того, чтобы пришли гости. Так, они посмотрят на процесс, но он будет уже как бы в середине. Где-то. Так, а автор-пати будет? Нет. Будет вино, но будет все. Будет пиво, вино, будет такая традиционная аргентинская Париж. Единственное, что будет нетрадиционно, это вот этот кулич. Но для того, чтобы просто его попробовать, рассказать, мы расскажем, почему осада, почему вот этот кулич, пан-дульсе вообще... Единственное, что не входит вот в аргентинскую Париж, этот кулич. Все остальное будет достаточно традиционно. Значит, и у нас есть места еще свободные. Да. Что и надо мы сделать? тебя приглашаем, да, приходи обязательно. Поэтому потом, кстати, расскажешь, как тебе было мероприятие. В следующем выпуске.
Расскажу, да. Выпить бесплатно я всегда за. Супер. Скажи, значит, места есть, как туда попасть? Надо написать в Телеграм, в Инстаграм? В Инстаграм написать, сказать «хочу на Парищу», и все, будет 19 Обязательно декабря. с восклицательным знаком. «Хочу на Парищу», да. Окей. Значит, что у нас еще финальная наша тема сегодняшнего разговора? Это большая поездка куда-то далеко. Да. Расскажи. Что, где, когда? «Ты, Патагония», испанский язык называется. Мы поедем со мной с 12 по 17 февраля. 25 года. 25 года уже. Все уже на самом деле забронировано, программа составлена. И суть этой поездки в том, что мы едем 2 часа от Барелочи, очень красивое место, рядом с озером небольшой семейный отель, владельцы, девочка, которая говорит по-русски, и аргентинец. Этот аргентинец работал долго шеф-поваром в Тель-Авиве, он достаточно известный шеф-повар, и он входит в стоимость тура. Он будет готовить для нас завтраки, обеды и ужины. А мы постарались составить программу так, чтобы было всем комфортно, чтобы это был действительно отдых и такое погружение в испанский язык. Что мы делаем? Мы находимся в этом месте, мы далеко от города, у нас есть прекрасное озеро. Мы сходим в трекинг с гидом, аргентинцем другим тоже. До этого мы посмотрим вокабуляр, именно словарный запас, что можно услышать у него. Я буду сопровождать тоже всех. Обязательно, если мы едем на какую-то экскурсию, то мы до этого тоже смотрим, до или после мероприятия разбираем, как это было, какие слова услышали, какие фразы услышали. Это не будет, знаешь, испанский язык с утра до ночи, но его будет много, и он будет достаточно в комфортном формате. И вечерами у нас заложено 2 просмотра. Я выбрала сериал, который мы будем смотреть. Мы его, конечно, весь не посмотрим. Мы посмотрим пару серий, тоже что-то разберем, насладимся и кино на испанском. Но если к вечеру кто-то устанет, захочет заниматься своими делами, тоже, пожалуйста, все в свободной форме. То есть это лагерь для взрослых, не будет такого принудительного. Мы идем смотреть кино, где ты? Хочешь — приходишь, не хочешь — не приходишь. Но я буду сопровождать группу, ну, в общем, мы будем жить вместе, мне главное сама не жить с вами, вот, и вернуться обратно на 5 дней. Я думаю, что это оптимальный формат. Это делаем первый раз. Возникает вопрос, нафига вам это все? Так, и нафига? Это тот концепт про комьюнити. То есть нам здесь на самом деле это мы делаем и для себя, и про испанский язык, и для наших учеников, для того, чтобы показать, что школа Киталь Аргентина — это некий вайб, это некая миссия, и эта миссия выходит немножко... Мы создаем экосистему. Мы создаем экосистему, да. Не значит, что мы будем заниматься турами, прям турами, нет. Мы будем этим заниматься, чтобы именно вдохновить вас больше изучать испанский язык, понять, что его можно изучать в разных условиях, снять вот эту стрессовую ситуацию. Если вы только там на А1 не можете никак одуплиться, начать говорить, прекрасно. На А2 тоже прекрасно. Перешли там на Б1, но еще не чувствуете в себе силы, да прекрасно. Ну, то есть этот будет такой формат лайтовый. Там не будет грамматики. Я не посажу вас и не скажу так, спряжение глагола на ар, ну-ка вспомните таблицу. Нет. Но вы оттуда точно увезете новые слова, потому что вы будете погружены в эту атмосферу. Шеф-повар проведет нам, мы даже тему уже выбрали, мы будем делать ньокки, он расскажет историю на испанском, я что-то переведу, что-то вы сами пойдете из контекста, мы вам сделаем словарики. В общем, все как всегда, будет комфортно, понятно, но каждый заберет столько, сколько захочет и сможет. Кто-то приедет домой и повторит этот рецепт, и будет выучить весь вокабуляр. Если кто-то будет в этот момент занят своими мыслями, ну, значит, в данный момент ему будет важнее побыть самим собой, но с уважением и так далее. То есть я не буду с плеткой стоять там, нет. Плетку оставлю дома. Но у меня есть все равно вопросы. Давай. Значит, 5 дней. Да. День, когда ты летишь туда, и последние, они тоже считаются в эти 5 дней? Или сколько ночей? С 12 по 17 февраля.
Ну, ты понимаешь, 12 может быть, мы в 12 ночи вылетаем. Нет, там, утром. Мы утром рано и 17 Просто поздно какой-то более вечером. понятный план. Значит, мы 12 февраля утром вылетаем, прилетаем туда, потом от города мы едем 2 часа на машине, Да. заселяемся в отель. И у нас с вами еще полдня свободного. Мы в этот день мы вам проводим экскурсию по местности. В общем, что-то делаем. Мы делаем, у нас в этот день точно И разговорный клуб, а последний день у нас... Утром улетаем, Вечером, поздно вечером. То есть весь день еще там как-то проводится. Да. Сколько человек планируется максимум? У нас 5 комнат в нашем распоряжении. И это для пар условно? Для пар, да, для пар, либо там девочка с девочкой, мальчик с мальчиком. То есть я тоже с кем-то буду жить и так далее. То есть всего 10 человек максимум? Это со мной, вместе со мной, и у нас... максимум 9 человек. У нас уже одна комната выкуплена одним человеком, то есть там будет жить один человек, который захотел, что... Жить один. Жить один, да. Нарушил условия. Нарушил все условия. Сразу. Да. Это будет, правда, мы сделаем закрытие смены. Мы, вот как в детском лагере, там, когда ты свечку передаешь, говоришь слова благодарности, что тебе было полезным. То есть это про атмосферу. Поэтому я очень надеюсь, что поедут люди, которые не будут оценивать, а вот стол недостаточно белый. Говорю как есть. Он аргентинский будет, обычный аргентинский стол. Там, на самом деле, мы когда созванивались еще раз с этой семьей, несмотря на то, что мы их знаем, я говорила, что наши клиенты достаточно сложные иногда, то есть они требуют много сервиса, внимания. Когда вы нас обижаете, у нас прекрасный сервис, мы прекрасно относимся к гостям, мы знаем, что это такое, у нас прекрасный дом. И ни ваши гости не пожалеете, ни вы не пожалеете, что выбрали нас. Поэтому поедем и насладимся этим вайбом. Что еще? Еда включена вся? Еда вся включена. Еда, напитки, алкоголь будет? Осада вообще будет? Давай с этого начнем. Нет, осада не будет. Костер вечером там? Костер вечером будет, без алкоголя? Без алкоголя. Алкоголь каждый сам. Но его можно купить? Его можно купить, да, его можно купить, и мы пойдем больше. То есть это не запрещено, это не лагерь, не такой не суровый лагерь, где нельзя буянить как бы? Нет, можно буянить, но так вот, аккуратно. Чуть-чуть, он поко. Он поко буянить. Так, и еще смотри, мы пойдем, там есть пивоварня, и вот в пивоварне мы будем тоже... Пробовать. Там прекрасный вид, мы туда приведем, но в пивоварне уже каждый сам за себя решает, сколько ему один бокал. Ну да, я к тому, что стандартная еда, вода, она есть, здесь не надо переживать. А все остальное это уже Если хотите, есть магазин как бы, или это надо в лес, там 10 километров идти в трекинг до магазина. Нет, там есть магазинчики, там есть локали, там есть деревушечка, есть маркет, который приезжает. То есть можно походить, погулять еще самому пешком. Да, там очень красиво, прекрасно, и те, кто уже туда ездил, у нас есть обратная связь. Я сама там не была, но по ощущениям, что я уже изучила местность вокруг, один раз я уже там была. Мне уже даже сны снятся. И билеты, авиабилеты в цену включены? Не входят, нет. Но билеты есть? Билеты есть, да. Билеты есть. Мы помогаем покупать билеты, то есть... кто-то карты не может оплатить, у кого-то нет карты. Обязательно, да. То есть мы будем просить, чтобы с нами как-то согласовывали этот момент, чтобы мы купили все билеты на один рейс. Это мы помогаем и так далее, но тоже очень все muy флексибельно. Если человек говорит, я утром не хочу, мне не нужен трансфер, я вечером прилечу, я знаю, что потеряю день, я сам доеду, окей, хоща, все, прекрасно. То есть в этом плане мы будем как аргентинцы, вот только в этом плане, что человек сам несет решение. Хочешь поможем, хочешь не поможем. Да, хочешь не поможем, вот тебе вылеты, когда мы вылетаем, не хочешь, чтобы помогали, покупай эти вылеты, хочешь другой, знаешь, что трансфер будет только в это время, окей, все, прекрасно, но обязательно со мной держать контакт, держать с менеджерами контакт. То есть, несмотря на то, что там я буду заниматься группой, будет телефон менеджер экстренного реагирования, когда можно будет спросить какие-то вопросы и так далее, будет поддержка всегда, туда будут словарики приходить, будет группа общая, здесь все как всегда. Ну и, конечно же, вопрос, который сейчас волнует всех наших зрителей, сколько это стоит? Это уже известно? Это уже известно. 1600 песо, да? Конечно, 1600 песо. Я еду. Да. $1600. $1600, проживание, мероприятия, все экскурсии туда включены, экскурсия каждый день, разговорный клуб каждый день.
входит, то есть каждый день мероприятие минимум одно туда входит, и еда трехразовая. Два финальных вопроса. А где эту программу почитать? 3 даже. Это где-то расписана эта программа? Вот человек сейчас такой, хочу посмотреть, о чем речь. Да, есть информация в Инстаграме, и в Инстаграме пишите Патагония или любой вопрос тур, да, и вам менеджер сразу же отвечает, все высылает в личку, разговаривает и так далее. Но если вы оплату внесете до конца декабря, не знаю, когда передача выйдет, то будет скидка $100. Может быть, не так громко звучит, но все равно приятно. А если он промокод мой напишет, будет скидка? Кстати. Нет, двойной скидки не будет. Хотя бы, если он будет после декабря, напишем. Да, если после декабря будет. Да. Если после декабря напишите, получите скидку тоже в $100 по промокоду, который не у нас... $100, здравствуйте, кому? Сколько? $50 по промокоду, да. Вообще от 1600 5% это $70 где-то. Нет, мы делаем $50. У нас фикс по промокоду, фикс $50. Окей, договорились. Вот, все слышали. Поэтому все время для вас хочет выторговать лучшие условия. Нет, я хочу для себя их выторговать. Ни в коем случае не берите тур до декабря. Обязательно покупайте его после 1 января, чтобы по моему промокоду все сработало. Хорошо. Это донаты нашему каналу. Вот. Ну что, на этом, я думаю, все. Увидимся где-нибудь, когда появятся новости, где-нибудь ближе к весне. Да, ближе к весне. Обсудим, увидимся с вами на Париже и в Патагонии. Мы увидимся каждый день в школе. Мы можем увидеться на самом-то деле. А как-то глобально, телевизионно. Глобально, более интересно, более про живой язык, про комьюнити. Это Париж и Патагония. Все и далее. Ну что, ребята, спасибо, что посмотрели наш канал. И чао-чао. Чао, hasta luego.